я отправляюсь в город Нови Сад. Редкая удача, мы с вами в синагоге. Это надо чувствовать. У меня аж слюни текут, вы не представляете как. Смотрите, какое чудо сидит. Мелкий. О, давайте посмотрим, сколько стоит. Яйца от 19 динар. Заходим в ведро чистое, 3 умывальника, огромное зеркало. Кто бы мог подумать, да? Нови Сад и Пальма. Штамскобанк все еще можно получить карту россиянам. Я ем с зубочисткой. Приносит мне повар вилку и ложку. Железнодорожный вокзал города Белграда. По левую сторону от него это уже, наверное, коммерческие объекты строятся. Скорее всего, парковка, торговый центр, может быть, помещение для работников железнодорожного вокзала. Какие-то вспомогательные. Ну и сам вокзал, вот он виднеется. Такой современный, стеклянный. Стекло, бетон, железо. Такая псевдо-арка деревянная сверху идет. Перед вокзалом уже можно спуститься вниз на перрон. Вот он, вход. Белград-центр. Как солнышко сверкает и отражает от стекол. Вот так все это выглядит внутри. Много пространства. Наверху железные балки и стеклянные, как витражи. Здесь обменный пункт есть, потом почта, банк, кафешки. Вот Сербия ВОЗ написано, там можно купить билеты. Расписание большое табло повесили. Кафешки, опять же. Вот достаточно такой большой, светлый, красивый, современный. И билет можно приобрести по карте, что я сейчас и сделаю. Кафешек очень много, есть еще менячница, где можно деньги поменять. Так, и также можно выйти еще на улицу. Посмотрим, что здесь. Ой, тяжелые двери. Вот здесь тоже столики, кафешки. Когда эти рекламные плакаты уберут, забор, скорее всего, будет шикарный вид. Он, кстати, храм Святого Саввы виднеется. А чтобы попасть на перрон, нужно прислонить свой билет, штрих-код, вот к этим аппаратам. И наконец-то сделали хорошие туалеты, большие, светлые, чистые. Потому что было раньше, это было просто убожество. Покажу вам мужской туалет. Подходим к двери, и дверь сама открывается. Это хорошо, что не надо трогать руками ничего. Такой туалет, писсуары. Есть ли бумага туалетная? Есть. Шикарно. Единственный недочет, смотрите, подхожу сушить руки, а дверь открывается. Слишком хорошо настроен датчик. Вот сюда слоняем. Все, прошли. Все, и здесь идут спуски на перроны. Можно спуститься на траволаторе, пешочком, либо на лифте. Смотрите, какой прикол. Двери открыты. То есть я
Могу просто оттуда зайти. Тогда не понимаю, зачем нужен вот этот пропускной пункт. Он бесполезен по факту. Вот траволатор заработал, как встал на него. Все, и попадаем мы на перроны. Слушайте, а вот тот поезд, по-моему, на Черногорию и стоит разрисованный. Видите, там купейные и плацкартные вагоны. Ну, через окна видно. Вот такой, ребят, небольшой обзорчик записал вам на железнодорожный вокзал города Белграда. Но я отправляюсь в город Нови Сад. Город Нови Сад. Железнодорожный вокзал все еще идет реконструкция. По-моему, с лета они ее начали. Пока ничего еще не сделали. Солнышко, тепло. Нови Сад, кстати, всегда, когда приезжаю, здесь тепло и солнечно. И воздух чище, чем в Белграде. А, собственно, для чего я приехал в Нови Сад? Вчера был в торговом центре и засунул свою банковскую карточку в банкомат. Он ее заживал. Ну и вышло там сообщение, эта бумажка, что обратитесь в банк. А где-то в начале декабря приходила мне смс-ка, что ваша карта заблокирована. Короче, банк выпустил ее, обратитесь в отделение. И смс-ка была без подписи, что за банк-то. Я думал, ну какие-то мошенники, наверное, что ли. Вроде все карточки работают. Ну и вот, вчера и вспомнил про это сообщение, обратился в банк, да, сказали, надо ехать в тот город, где получал карту. А свою банковскую карту я получал в Нови Саде. Значит, она должна лежать в банке. Вот туда я и отправляюсь. Что самое интересное, банк находится на окраине города. Ну, городок Нови Сад, вы знаете, небольшой. Лишний раз прогуляться здесь одно удовольствие. Ну, соответственно, из банка буду выходить. Сообщу вам, почему они заблокировали. Узнаю. Ну и получил ли я карту. Вот какой красивый мурал. И вот таких магазинов в Белграде нет. В Киеве, кстати, реально все дешевле. И фрукты, и овощи более качественные. Сейчас буду проходить мимо рынка Детелинара. Тоже заглянем с вами туда. Вот рынок Детелинара. Людей много достаточно. О, давайте посмотрим, сколько стоит яйца. Яйца от 19 динар. От 15 динар до 21 динара за одно яйцо. Это и есть район Детелинара. Видео про район Детелинара есть на канале, поэтому особо на нем останавливаться не буду. Мимо такого творчества я пройти не смог. Это игровой клуб. Так красиво оформили фасад своего здания. А вообще эта детская площадка как бы относится вроде и к домам, потому что вот они вокруг все, и к детскому саду. Вот видите, впереди желтые стены, детский сад. И здесь тоже детский сад. И частенько дети здесь играют. Кафе, пиццерия.
Фонарики висят. О, голуби. Два парочка. Это что-то вроде колодца. А этим плуг землю пашет. О, кстати, смотрите, тут еще и попугайчики есть. Как вам тут не холодно? Так, сколько их тут? 4 штучки парами, короче. Чтобы вы понимали, сегодня у нас 5 января. На улице где-то плюс 5, наверное, плюс 6 сейчас. Что, ребят, вышел я из банка. В банке пробыл час 10. Час 10. Я уже неоднократно рассказывал, что здесь очереди в банках, на почте. В общем, по карте. Карту мне поменяли. Доступа к приложению как не было, так и нет. Можно посмотреть только баланс, и то через интернет. Ну, через браузер. Это максимум. Пояснить мне не смогли, почему карта заблокировалась. Сказали, какой технический сбой. Ну ладно, карту отдали, и то хорошо. Напоминаю, что в этом банке, Поштамский банк, все еще можно получить карту россиянам, у кого нет ни ВНЖ, ни ПМЖ. Все можно это сделать. А я нахожусь в парке Бистрица. И тут слева общественный туалет. Ну, заодно и посмотрим, как выглядит общественный туалет. Туалет на вокзале вы уже видели. Посмотрим здесь. Заходим в ведро чистое. 3 умывальника. Огромное зеркало на всю стену. Все чисто. Кабинки чистые. Правда, туалетной бумаги нет. А и заметили, что нет граффити. Хотя нет. Вот они есть. Удобно. Рядом туалет, большая игровая площадка. Молодцы. Парк большой, зеленый, много детских игровых площадок. Там вот белые тенты накрыты, это теннисные корты. Летом вот видел, вот на этих больших лавочках люди лежали, загорали. Там дальше фонтаны. Сейчас мостик покажу вам тоже. И развитие его ждет, как в парке, в Центральном парке в Нью-Йорке. Это на будущее. Когда она наступит, вопрос открытый. Но здесь в любом случае хорошо. Зелено, езди погулять, поиграть. Я на велосипеде здесь неоднократно ездил. Там дальше стоят шахматные столы, питьевой фонтанчик. Есть урны, лавочки. Здесь тоже что-то вроде фонтана было. И вот мостик. Здесь тоже раньше фонтанчики били. И вдалеке это район Дети Ленара. Ребят, поделюсь еще с вами одним местом, очень хорошим. Это бульвар Европы. Это улица Футошка. Футошка идет прямо, и ее пересекает бульвар Освобождения, вы знаете. И дальше идет у нас Еврейская улица. И вот здесь, вот вы видите уже, наверное, дымок такой. Тут такой стоит запах, вы не представляете. Сейчас вам покажу кое-что. Это надо чувствовать. У меня аж слюни текут, вы не представляете как. В общем, если будете в Нови-Саде, адрес вы уже знаете, это прямо вот рядышком. Приходите, это просто нечто. Запах, конечно, стоит классный, вкуснота. Вот тут уже готовые. Ох, какой запах. Но у меня времени сегодня мало, я ограничен, еще дела есть. Так что вот. Все, отправляюсь я сейчас
по улице Футошки. Футошка центр. За что еще мне нравится Нови Сад, так это то, что вот смотрите, можно кататься круглый год на велосипеде. Город на равнине, и он прям очень приспособлен для велосипедных прогулок, путешествий, да и просто езды по городу. Что в Белграде, конечно, не так, потому что из-за холмов особо там не покатаешься. И это я нахожусь с улицы Футошка все еще. Смотрите, какое чудо сидит. Мелкий. Малыш, тигренок будущий. А вот и цыгане, про которые, помните, я рассказывал, что они убирают улицы. Это торговый центр Променада. Здесь, видите, установили такие парк аттракционов, мини-парк аттракционов. Кстати, скоро выйдет на канале видео про самый, наверное, большой парк аттракционов на Балканах. И на одном из аттракционов я в самом страшном прокатился. А Променада — это, наверное, самый большой торговый центр в городе. Перед входом в Променаду, видите, такие павильончики стоят. Ох, запах тут тоже стоит такой. Мясо жарится. Все. Надо где-нибудь срочно поесть. Часть уже закрыта. А здесь у нас игрушки. И в конце сладости. Ребят, это спортивный комплекс Спенс, находится рядом с Променадой. Хотите, прогуляемся там? Он очень большой, по-моему, 2 или 3, может даже где-то 4 этажа. Разные спортивные площадки, магазины. Сейчас посмотрим все. Здесь много разных маленьких магазинчиков. Фитнес-шоп. Много, кстати, входов и выходов. И вот такая прелесть. Зеленая зона. Своего рода такой маленький ботанический садик. По-моему, с той стороны фонтан должен быть. Да, вон он. Как вам? Вот такой оазис в центре города Нови Сад. Можно подняться наверх, там погулять. Ну, там уже спортивные такие площадки. Смотрите, собак сколько. Хорошее место они себе нашли для спячки. Вообще, раньше можно было к ним прям близко подойти. Но там, видите, кафе поставили, особо не подойдешь. А и вход перекрыли. Веревку натянули, к фонтану не подойти. И с другой стороны можно спуститься. Тоже такой небольшой оазис. Фонтан, но он не работает здесь. Сейчас прогуляемся с вами. Какие пальмы растут. Как тут свежо. Кто бы мог подумать, да? Нови Сад и пальмы.
А, здесь же можно и цветы купить. Мостик, сердечки, все дела. Вот такие длиннющие коридоры Спенса. Там тоже можно подняться. Так, увидел я там зеленые насаждения какие-то. Надо посмотреть, что это такое. Вот видите, там еще выше этажи. Говорю, здесь прям можно заблудиться. Ага, тоже такой небольшой зеленый парк. Смотрите, дерево прям вымахало до крыши. И тут малыши растут. В общем, ребят, нагулялся я. Выделил себе минуту в кафе «Минута». Заказал себе... Что я себе заказал-то? А, гирос я заказал. Большой гирос и попить там напиток. Сейчас перекушу и двинемся дальше с вами. Забрал, ребят, я свой великий гирос и кока-колу. Вот так он выглядит. Сейчас попробую и поделюсь с вами впечатлениями. Так, сколько у меня обошелся? Обошлось мне это все в 540 динар. Всем приятного аппетита. Единственный минус в этих гиросах, что он вот такой открытый и есть неудобно. Я пока вот зубочисткой картошечку пробую. Картошка вкусная. Такая солененькая, поджаристая. И очень остро. Так, мясо. Вкусно. Так, теперь картошечку с мяском. Все это сочное, не сухое. А это сметана у меня еще здесь, соус. В общем, вкусно. Гирос у меня остренький. Я вот придумал, картошечку макаю в сметанку. И вообще красота. Все, ребят, однозначно пятерочку ставлю этому гиросу. Мясо, картошка, все. Прям вообще сочное и вкусное. Отдохну минутку и пойду дальше снимать для вас видео. Ем с зубочисткой. Приносит мне повар вилку и ложку. Он увидел, что я ем зубочисткой. Короче, все, продолжаю есть. Ну и не мог я пройти мимо этой площади ТРГ Младенца. Еще раз покажу вам красивые дома здесь вокруг. И давайте заглянем вон в ту арочку. Такие массивные большие двери, узорчатые. Это металл, это дерево. Смотрите, какая лепнина. Ангел наверху, пасть льва. Там, видите, арка, и можно пройти насквозь. Давайте дойдем, посмотрим, что там. Справа, видите, такой закуточек небольшой, заброшенный.
И все, тут уже жилые дома идут, гаражи. И котяра там спрятался. Иди сюда. Кс-кс-кс. Вот так выглядит здание со двора. Все, пойдемте в центр. Рано еще на ТРГ. Давайте еще вот в этот двор заглянем. Тоже массивная большая дверь. Ну не красота ли? Посмотрите, какие двери. Наверху тоже лепнина. И давайте пройдем во внутренний дворик. Это все идет стена кирпичная. Да, ну проход, конечно, впечатляет. Красиво все сделано. Ну теперь точно мы уже встретимся с вами в центре. Хочу еще заглянуть в эту школу среднюю Святозара Милетича. Давайте посмотрим, что там. Ребят, зашел в школу Святозара Милетича. Здесь никого нет. Это вот старинное здание тоже. 19 век. Проходить туда далеко не буду, потому что никого нет. Как бы без спроса тоже там шататься не очень. Так, давайте крыльцо покажу просто. Лестницу, вернее. На полу какой-то орнамент, узор. Закрыт ковриком. Все, выхожу. Ну, с этой стороны он, конечно, смотрится не очень. Но здесь и прохладно. Прям сыро очень. Тоже двери видно, что старые. Здесь арка школы. Тоже давайте посмотрим. Раз уже в школу заглянули, то надо и здесь посмотреть. Но школа очень большая. Посмотрите, вон. И еще вот получается корпус перед нами. 3 этажа. И впереди корпус. Как бы буквой Г, получается, она сделана. И мурал. Святозар Милетич. Ребят, хочу показать вам еще одну из самых старых церквей в городе Нови Саде. Реформатская церковь. Сейчас дойдем. Посмотрите, какой интересный домик. Это улица Павла Папа называется. Тоже необычное название. И по левую руку сейчас откроется вид на церковь. Но она постоянно закрыта. Не знаю почему. Я ни разу в нее не смог попасть. Сколько ни пытался. Посмотрите, какой мурал. И впереди виднеется синагога. Друзья, по-моему, нам сегодня повезло. Вход открыт. Мы сможем с вами посмотреть, что внутри. Редкая удача. Мы с вами в синагоге.
Новосадской. Давно вам обещал ее снять. Сегодня, видимо, тот случай, когда город Новый Сад опять передо мной открывает все двери. Ну и для вас, соответственно. Вход был платный. Ну, я думаю, не зря я заплатил деньги, чтобы сюда попасть. Немногие из вас видели эту синагогу внутри, поэтому есть такой шанс. Я его не упустил. Конечно, она скромнее, чем синагога в Субботице, но все равно сюда стоит зайти. Видите, там орган. Все, ребят, выходим. С вас точно лайк и подписка на канал. Все, ребят, добрался я до центра ТРГ Свободы. И пойдемте к собору Девы Марии. Такое у меня сегодня видео получилось, знаете. Один день из города Нови Сада, наверное, или один день из жизни туриста-оптимиста. Сделал много полезных для меня дел, снял для вас еще видео параллельно. Надеюсь, вам будет интересно на все это посмотреть. Вы пишите комментарии ваши, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Попрошу вас поделиться этим видео со своими друзьями, знакомыми, близкими, потому что это помогает в развитии канала и продвижении роликов. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока.